Новая глава в скандальном деле. Ермак отправится в тюрьму. Детали судебного расследования. Есть ли в материалах Владимир Зеленский? В Кремле сделали заявление, касающееся конца войны, в то время как Путин угрожает ядерными ракетами. Что происходит и что значат эти заявления? Стрельба в мэрии украинского города. Есть раненые. Кто открыл огонь и какую цель преследовал? Расскажем. Лукашенко вступает в войну. Внезапное заявление из Минска. Объявлены срочные изменения в армии. Об этих и других событиях к утру среды 13 мая. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это Нехта в студии. Олесь Корнеев. Неделя миролюбия прошла. Путин, который недавно вынужден был просить передышки для проведения парада на Красной площади, теперь снова бряцает оружием. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил хозяину Кремля о запуске новейшей ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. Сама ракета якобы превосходит советскую под названием «Воевода» по дальности, мощности и способности обходить ПРО. Первый полк с «Сарматами» обещают поставить на боевое дежурство уже до конца этого года, хотя все это Путин анонсировал еще 8 лет назад. И видео покажите, пожалуйста. В начале мая стало известно об аресте Александра Гаврилова, генерального директора АО «Красноярский машиностроительный завод», который должно было поставить «Сарматы» на поток. Путин отдельно вспомнил и про Орешник. К чему бы все эти угрозы? Делитесь версиями. Новая глава в скандальном деле. Специальная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала отправить бывшего главу офиса президента Андрея Ермака под стражу. В качестве альтернативы следователи предложили гигантский залог в 180 миллионов гривен. Во время брифинга, который предшествовал судебному заседанию, руководителей САП и НАБУ спросили и о Владимире Зеленском. Президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Ермаку ранее было предъявлено обвинение по делу о возможном отмывании сотен миллионов гривен через элитную недвижимость под Киевом. Позже обвинения были предъявлены еще 6 фигурантам. НАБУ и САП не раскрывают имен, но по данным украинских СМИ речь может идти о бизнесмене Тимуре Миндиче и бывшем вице-премьере Алексее Чернышове. Высший антикоррупционный суд пока не избрал меру пресечения для Ермака. Заседание перенесли по просьбе его адвоката. Трамп вылетел в Пекин, а в США развернулся шпионский скандал с китайским акцентом. В работе на коммунистический режим уличили не кого-нибудь, а мэра американского города. Эйлин Ван, которая возглавляла Аркадию, призналась в тайной работе на КНР. Следователи утверждают, что Ван несколько лет продвигала прокитайские материалы и даже согласовывала тексты своих публикаций с представителями правительства КНР. Речь шла не о секретных документах, а о влиянии на общественное мнение и политическую повестку. Буквально на днях о китайской угрозе именно в такой форме громко заговорил бывший госсекретарь США Майк Помпео. Китайская коммунистическая партия усердно работает здесь, за этими воротами, прямо там, где мы сидим сегодня. И история Эйлин Ван – яркий пример того, что слова Майка Помпео не пустой звук. Теперь бывшей чиновнице грозит до 10 лет тюрьмы. По данным Bloomberg, она заключила сделку со следствием. Москва прервала перемирие, вернувшись к обстрелам украинских городов. Киев ответил зеркально. Беспилотники долетели до Оренбурга, это южное Придуралье, и больше 1000 километров от границы. Целью атаки мог быть завод «Стрела», одно из ключевых предприятий российского ВПК. Там производят крылатые ракеты «Оникс» и комплектующие для боевой авиации. Но один из дронов в итоге врезался в жилой дом. Журналисты предполагают, что беспилотник могли сбить с курса российские системы радиоэлектронной борьбы.
Секретные биолаборатории в Украине снова вернулись в новостную ленту. Они громко заговорили, и теперь не в Москве. Глава национальной разведки США Тулси Габбард объявила проверку более 120 биолабораторий по всему миру, которые финансировались Вашингтоном. По ее словам, более 40 из них находятся в Украине. В Вашингтоне заявляют, что проблема связана не только с войной, но и с рисками исследований опасных вирусов. После ковида тема подобных экспериментов стала особенно токсичной. Габбард прямо говорит о необходимости выяснить, какие патогены хранятся в лабораториях и чем именно там занимались. Но по оговоркам соратницы Трампа можно заключить, что главной целью проверки может быть желание что-то нарыть на команду предыдущего президента Джо Байдена. Ведь выборы все ближе, а рейтинги Трампа и республиканцев все ниже. Пока Путин говорил о Сармате и Орешнике, его пресс-секретарь говорил о мире. По заявлению Пескова, так называемая спецоперация может остановиться в любой момент. Но есть нюанс. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения. Какие решения нужно принять, в Киеве хорошо известно. На 5-й год СВО они все еще надеются, что украинский народ сдастся. Стрельбой в измученной войной Украине никого не удивишь, но этот случай из ряда вон. В Кировоградской области пальбу открыл заместитель мэра, причем прямо в здании горсовета. Инцидент произошел в Светловодске. Стрелял первый заместитель местного главы Сергей Савич. В этот момент в исполкоме находились сотрудники и жители города. Ранения получили как минимум 2 человека. В горсовете заявили, что Савич вел себя агрессивно, угрожал коллегам и устраивал скандалы. Часть этого он сам транслировал в соцсетях в прямом эфире. После выстрелов сотрудников пришлось срочно эвакуировать, а нападавшего полиция задержала на месте. А в России тоже стреляли, но в школе, и такие ЧП в стране становятся уже нормой. Это уже 4-й похожий случай с начала года. На этот раз в Краснодарском крае. 9-классник принес в школу пистолет и открыл стрельбу прямо в коридоре. Пострадали 2 подростков. Один получил ранение в висок, второй в живот. К счастью для потерпевших, пистолет был пневматическим. Нападавший пытался сбежать, но его задержали. В российских учебных заведениях не только стреляют. Были нападения с ножами, арбалетами и поджогами. Всего за несколько месяцев минимум 12 таких атак. Все это по совпадению происходит после того, как в школы зачастили ветераны СВО с пропагандой войны и ненависти. Но вместо большого разговора о причинах насилия власти обсуждают другое. Как запретить СМИ писать о таких случаях. История с прокаженным лайнером становится все тревожнее. Всемирная организация здравоохранения уже предупреждает, продолжение будет. Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится. Пассажиры круизного лайнера «Хондиус», а это почти 150 человек из 23 стран, разъезжаются по домам. Главная проблема – вирус может проявиться только через 6-8 недель. Но в ВОЗ продолжают уверять, что ситуация под контролем и угрозы новой пандемии пока нет. Россия дошла до новой стадии абсурда. Там начали продавать страховки от пыток в тюрьмах. Родственникам заключенных предлагают платить ежемесячные взносы за защиту от избиений, издевательств и беспредела в СИЗО и колониях. Одну из таких услуг рекламирует организация с названием «Православный центр духовной помощи и правовой защиты». Страховой договор обещают отправлять прямо начальнику колонии, чтобы тот, видимо, заранее знал, этого заключенного бить нежелательно. Цены начинаются от нескольких тысяч рублей в месяц. В Федеральной службе исполнения наказаний делают круглые глаза. Сами подумайте, какие пытки в российских тюрьмах. Александр Лукашенко продолжает думать о самом худшем. После недавнего совещания с военными и главами силовых ведомств диктатор опять вызвал к себе министра обороны. Речь снова шла о самом черном сценарии. Точечно мы будем
отмобилизовывать части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. 9 мая Лукашенко пришлось поработать своего рода ПВО и прикрывать собой Путина во время парада от возможного налета украинских дронов. Ну, может, там перенервничал, как думаете? У Путина признали эту заразу не победить. Речь о VPN. На тему борьбы с сервисами обхода блокировок высказался доверенный человек хозяина Кремля. Глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев признал, что полностью отключить VPN в стране почти невозможно. По его словам, если пытаться все заблокировать, можно просто сломать интернет. Но проблема для властей, как выяснилось, не в самих VPN, а в том, что через них россияне заходят на запрещенные сайты и читают то, что государство не хочет им показывать. Некоторые из этих медиа работают на врага. Кто-то из них объявлен иностранным агентом, а кто-то нежелательными организациями. Там не альтернативная информация, а вражеская пропаганда. Поэтому Фадеев предложил необычное решение. Россияне должны проявить гражданскую сознательность и сами отказаться от VPN. Ну, что тут добавить? Варианты есть. Пользуйтесь. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное — не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи.